лосиные места начинаются. До последнего капкана доехал на этом путике. Вот сколько снега там на крыше. Сегодня 19 градусов было с утра. Но тем не менее уже взапрел. Вроде бы кажется, едь да едь, рули только. Ни хрена, постоянно соскакиваешь что-то, ну, возле капканов. У каждого капкана вылазишь, утаптываешь внизу под капканом снег этот, который уже накопился, чтобы мыши потом не достали то, что попадется, не почикали шерсть. Тяжело идет, конечно. В лесосеку выехал. Туда вот еду за рогами. Там вот впереди метров 200-300, 300, наверное, до рогов еще. Сначала хотел грузовую волокушу сюда тащить, рога вести, а потом думаю, у меня же впереди волокуша. Они сюда влезут. Вот они прекрасно и уместились сюда. Рога эти. Рога сейчас тоже принимают. Ну, сколько сейчас не знаю, по-моему 900 или 1000 за килограмм. Ну, кто как сдает. Кто пишет, что целиком рог за 1000. Где-то пишут 900 рублей килограмм. Ну, короче, поживем, увидим, сколько они стоят на самом деле. Сюда, когда ехал, вот там с Бураницы съехал, в том месте на повороте. И Бураница-то накатанная, а здесь съехал, тут съема нету уже. И почти на бок положил, вот видно, как под 45 градусов ехал. И давай его управлять, в общем. Вроде как выправил, он как покатился, газ маленько подзакусывает, тросик газа. Это со стороны надо было видеть, если бы кто-то снимал комедию эту. Я почти волоком за ним тут, вот здесь вот, волоком за ним тащился. Ну, вроде выключил, дотянулся до двигатель стоп, кнопка. Все, заглушил здесь, потом уже сел и дальше поехал. А тут место прямое, он бы ехал вперед, пока бы куда-нибудь не уткнулся, вон там вот впереди.
Доброе утро всем. Сегодня 22 градуса с утра. Вечером было минус 10. Потом ночью стало холодать. Рассчитывал сегодня домой ехать, но решил еще кое-какими делами заняться. Какими, сейчас увидите. Авария. Сейчас вот в сторону отошел от бураницы. И вот такими пластами снег садится. Первый признак, что взъема нет. Вот прямо границы четко видно. Пласты как падают. Бывает, на лыжах идешь. И вот он такими пластами садится. Но это обычно уже в конце зимы, где-то весной. Такой вот у меня был. Снега максимально много. И он еще не слежавшийся такой. Садится. Вот туда сильно проваливаешься. Взъем это, ну как по-нашему, это способность снега держать на лыжах или на снегоходе, ну хоть на чем. Когда его нету, ни на чем езда невозможна. Ну возможно, но вот как сейчас я вот, допустим, езжу, вот на этой технике я сейчас езжу, и то тяжело. Вот по лесосеке вчера ехал, он вниз еще идет, он наверх пойдет, но тяжело ему. Он перед собой притаптывает снег, за счет этого идет. Вот я, допустим, сейчас вот дрова возил, вот я немного его в сторону повело, и он уже валится вот так вот в бок. Вот в такую пору сейчас тяжело ездить. А вот такая техника, она сбалансирована и идет хоть в какой снег. Единственное, у нее недостаток вот валкость. Вот где я сейчас показывал. Где-то вправо-влево она заваливается, вот, и все. И трудно ее управлять. Все время в напряжении. Но потихоньку все равно можно ехать, в отличие от снегоходов. Все, с дровами закончил. Там заложил до упора.
Здесь наколол полный закуток. А здесь еще осталось. В следующий раз приеду, сожгу или доколю, уберу. Ну и там еще добавил. Короче, куда можно, все сложил. Так, ладно, у меня там суп уже закипел аж, пока я тут с дровами возился. Буду обедать. Вот уже суп поставил. Все, сажусь обедать. Из напитков сегодня подают кисель. Кисель с печеньем. Кое-как раскачался. Что-то киморнул так после обеда. Сладко. Потом пару кружек киселя выпил, полкружки чая. Ну и потом кое-как раскачался. Солнце садится. Последние отблески заката. Луна уже вылезла. Вот этого на осень должно мне хватить. Вот этих дров. Ну, вместе с теми, имею в виду, которые вдоль стенки там стоят, чурками лежат. А накалываю я их всегда, чтобы был запас. Чтобы потом уже не заморачиваться расколкой дров. Так вот пришел с охоты, сразу затопило, все, и не надо там колоть ничего. Тут и так намаешься, находишься, уже не до расколки. Ну и во-вторых, что-то громыхнуло. Ну и во-вторых, никто не знает, что приключится завтра. Может, ты физически не сможешь колоть дрова. Случаи разные бывают. Ну, и рука отсохнет, и что-нибудь, мало ли что, простынешь. Бывает, что рукой правой не можешь работать. Вот. Какое-то время вот все равно ты будешь уже топиться готовыми дровами. Я вот в прошлом году у меня так было, что рука именно правая что-то болела, наверное, полгода. Дрова кое-как колол дома. Ну и сейчас не исключено, что вот такое может случиться в лесу. А у тебя дрова даже не наколоты. У нас случай был, когда еще госпромхозы были, штатного охотника медведя ломал. Ну там долгая история. И получилось так, что он его подмял под себя. И тот потом дополз. Ну как-то он его потом... То ли медведь убежал, я уж не помню, что он рассказывал. Он мне сам эту историю рассказывал. Короче, он когда в избушку уже дошел, а потом уже все, на утро уже ничего не может делать. Ни за водой сходить, ни... Ну, дрова там в избушке были вот наколотые. И вот он жил там сколько-то дней. Потом за ним приехали. Ну, они там где-то должны были встретиться. То ли он не приехал, то ли должны были приехать к нему уже через несколько дней. Вот приехали, а он там лежит. Ну, вот так вот спасся. А так бы вот не было ни дров, ничего. И ложись и помирай. Вот этот термос у меня уже около 15 лет. Я его как-то уже показывал. Говорил про него. Вот только что здесь вот эту крышку поменял, пробку. Она уже плохо работала. Она пружинит.
Вот это вот новое сейчас нормально работает. Ну и вот тут видно, что следы боевые, так сказать, жизни его прошлой. Но ничего, тут до сих пор работает и работает. Свои функции выполняет. Вот если кому надо, у меня ссылка в описании к каждому видео идет. Там я выкладываю ссылки на товары, с которыми или сам сталкивался, или знаю про них конкретно, что стоит их покупать. Вот, если что, переходите по ссылкам, там смотрите. Может, кому-то что-то надо. Допустим, вот этот термос Биосталь. И где ее покупать, в принципе, без разницы. А если через ссылку, через мою, то как бы и мне тоже копейка будет какая-то падать. Потому что у нас там с Яндекс.Маркетом договоренность. Ну, какая-то копейка просто будет мне падать за покупку по ссылке, по моей. С самой маркой Биосталь у меня никаких договоренностей нету, и у них и так хватает продаж, чтобы мне еще рекламировать, в отличие, видимо, от некоторых марок термосов, которые рекламируют. Ну, видимо, новые марки какие-то нуждаются в рекламе, поэтому их как-то продвигают. Ну, это уже старая марка, как бы она уже в рекламе не нуждается, в принципе. Я вот просто что сам как бы с чем сталкивался, вот то и предлагаю. Вот тоже возможность есть, можно такое купить, такую марку. Наш Аргиш идет на юг. Вот такой поезд. Два километра осталось. Сейчас немного передохну. Кровь разгоню по телу. А то когда сидишь, колени мерзнут. Надо защиту какую-то для коленей, для ног придумывать. Сейчас буду выезжать. Когда сюда приехал, пришлось растаптывать бровку. Здесь была вот такая бровка, как вот с этой стороны. Вот ее пришлось с прицепом растаптывать, чтобы убрать машину с дороги. Ну и прицеп тоже. Вот я убрал в сторону, но при этом в конце сам завяз в рыхлятине в этой. Ну и сейчас вот приморозило всю эту рыхлятину. Я так думаю, должен без проблем выехать. Подкопал везде. Ничего не держит там под низом.
по мороженому сейчас должен легко выскочить.